Во Франции взломали национальное агентство, которое должно было защитить личные документы граждан. Из единой государственной базы утекли данные примерно 19 миллионов человек, включая имена, адреса, почту и номера телефонов. Основатель Telegram Павел Дуров использует этот инцидент как пример и предупреждает: если французские власти добьются доступа к зашифрованным чатам и цифровым удостоверениям личности, будущие утечки могут оказаться куда более разрушительными. Речь идет о французском национальном агентстве защищенных титулов (ANTC), которое отвечает за выпуск и хранение удостоверений личности, паспортов и других официальных документов, и обслуживает пользователей через государственные онлайн-сервисы. По данным французских и российских СМИ, хакеры воспользовались технической уязвимостью, и утечка затронула миллионы учетных записей. Среди компрометированных сведений имена и фамилии, электронные адреса, идентификаторы аккаунтов, даты рождения и иногда адреса проживания и номера телефонов. То есть набор информации, которого уже достаточно для мошенничества, фишинга и целевых атак. В NTC заявили, что усилили безопасность портала, а затронутых граждан пообещали уведомить, однако расследование масштабов инцидента и его причин еще идет. И власти признают, что более чувствительные данные, такие как загруженные файлы, по официальной версии не пострадали. На этом фоне французское правительство продолжает добиваться расширения своих полномочий по доступу к переписке в мессенджерах со сквозным шифрованием, таких как WhatsApp, Signal и Telegram, оправдывая это борьбой, собственно говоря, с организованной преступностью. И в рамках общеевропейской повестки защиты детей от того или иного насилия. В последние годы в стране обсуждаются и принимаются инициативы, которые требуют от сервисов не только содействия в расшифровке, но и фактического предоставления доступа к содержимому сообщений по судебному или даже административному запросу, а также допускают перехват переписки в рамках законопроектов о борьбе с запрещенными веществами. Параллельно в Евросоюзе продвигается регламент по борьбе с CSAM, известный как чат-контроль 2.0, который предусматривает автоматическое сканирование контента пользователей до шифрования, что фактически превращает частное устройство в инструмент постоянной проверки сообщений. На этом фоне Дуров подчеркивает противоречие. Государство, которое не смогло защитить огромную центральную базу данных NTSC и допустило утечку информации миллионов граждан, теперь претендует на доступ к еще более чувствительным данным, их зашифрованным чатам и цифровым удостоверениям личности, привязанным к аккаунтам в соцсетях или мессенджерах. Он отмечает, что, получив ключи к таким системам, власти неизбежно создадут новые точки концентрации данных, которые станут лакомой целью для хакеров. И будущие взломы могут дать злоумышленникам уже не только контакты и адреса, но и полный цифровой профиль человека, включая переписку, связи и историю действий в сети. Это, по его словам, может означать не просто рост числа мошенничеств, а появление мощных инструментов слежки и давления. Если подобные массивы информации окажутся в руках преступников, утекут на черный рынок или будут использованы с политическими целями. Сейчас французские власти официально усиливают кибербезопасность госресурсов и параллельно продолжают работу над правовыми механизмами доступа к зашифрованным данным. А Telegram и другие мессенджеры публично предупреждают пользователей о рисках подобных инициатив и о том, что базовые права на приватность в Европе оказываются под давлением. История с данным взломом NTC и дискуссия вокруг сквозного шифрования становится показательным кейсом. Где-то на этой дуге баланса между безопасностью, контролем и правом на личную жизнь Франции придется сделать выбор. И от того, в чью сторону склонятся законодатели, будет зависеть, станут ли такие утечки разовыми эпизодами или нормой цифровой эпохи.